Дорогие мои друзья, я вас приветствую, вы на канале Твой Мир, с вами Наталья. Дорогие мои, благодарю вас за все то, что вы делаете для меня, за ваши лайки, комментарии, подписки, просмотры. Друзья мои, возвращаю вам в 1000 раз больше добра, света, любви и позитива. Давайте сегодня посмотрим таро-прогноз на предстоящую неделю с 30 января по 5 февраля для знака зодиака Телец. Тельцы, пожалуйста, настройтесь. Посмотрим общие характеристики недели для вас, тельцы, как они пройдут. Ой, тельцы, вы будете довольны на этой неделе. Общие характеристики: вы на коне, вы довольны, у вас все устраивает. Здесь даже, знаете, какой-то такой момент, как будто вы собой довольны. Вы собой довольны, вы довольны тому выбору, который вы сделали. Вас это радует. Давайте посмотрим понедельник. Понедельник, на какой-то момент вы еще будете заглядывать в прошлое, что-то, какие-то события из прошлого, возможно, денежные вопросы не дают вам покоя. И здесь это в понедельник проигрывается. Почему? Потому что требуется какое-то срочное решение. И вот в понедельник, тельцы, вы будете об этом активно думать, либо даже как-то, знаете, предпринимать какие-то действия к тому, чтобы этот вопрос урегулировать. Давайте посмотрим вторник для вас. А вторник для вас, Паж Пентаклей. Это, смотрите, это какое-то монотонное дело, которое вы недавно начали, да, но здесь оно как будто вам не приносит удовольствия, и вы не рады. На какой-то момент вам хочется это оставить, но вы понимаете, что все-таки есть уже какая-то стабильность, и надо продолжать. И вот, ну, во вторник вас как-то не сильно радует, я так понимаю, это вопрос связан с какими-то новыми начинаниями, с какой-то работой, либо увлечением, вот такой какой-то момент во вторник. Давайте среду просмотрим для вас. Среда у вас рыцарь кубков. Эта карта говорит о том, что, понимаете, когда вы проявляете свою вот эту эмоциональность, холодность, да, когда вот внутри есть какая-то обида у тельцов, а вы натягиваете маску вот этого, хочется сказать, знаете, как неприступности, вот эту маску неприступности вы здесь в этот момент теряете очень много возможностей, понимаете, то есть вот здесь зависание каких-то вопросов, здесь какое-то отстранение, вы думаете о каком-то новом пути выборе, да, и в чем-то разочарованы, и даже можете впасть в депрессию, но здесь вам надо, знаете, как немножко эмоции свои, хочется сказать, развернуть в другой ракурс, да, для того, чтобы выйти в карту победителя и получить то, что вы хотите. Потому что из состояния уныния вы теряете свои возможности. Давайте четверг посмотрим для вас. Что вас ожидает в четверг? Четверг. А в четверг у вас идет страсть, искушение, соблазны, деньги. Здесь посмотрим сейчас, о чем это. Здесь вы одержите какую-то победу свою, вы одержите как раз таки вот эту победу над своей чувствительностью. И вы можете попасть в какой-то закрытый, хочется сказать, клуб. Здесь, смотрите, тельцы, если играете в казино, вполне вероятность большая, что вы туда попадете. Но здесь тоже вам как будто это будет как проверка на прочность, да, проверка на прочность, чтобы вы, ну как сказать, ну там вас ждет какая-то чувственная встреча. Но проверка на прочность, вот я уже не знаю здесь, что, тельцы, для вас. Либо выбрать между игрой. Но знаете как, здесь вот как будто, смотрите, я сейчас объясню, попробуем. У вас поход, да, вот в это закрытое какое-то заведение с определенным кругом людей, да, будет проверкой на прочность между чувствительностью и возвратом в прошлое. То есть, смотрите, если я говорила уже, да, если вы играете, возможно, вам взамен даются чувственная сфера, да, может быть, какое-то знакомство, может быть, какую-то любовь там встретите, или эйфорийно проведете время именно с чувственной точки зрения, да, но без возврата. А может быть, и встретить человека из прошлого, там такое тоже может быть. Так, четверг, пятница, тельцы, что у вас? В пятницу у вас, знаете, велика вероятность в вашей жизни развернуться на 180 градусов. Здесь как будто у вас очень резко возникнет решение вопроса по поводу каких-то долгов, отдать что-то надо, да, или поделиться с кем-то надо. И здесь вот
В пятницу вас ожидает вот такой вот поворот событий, когда вам надо будет этот вопрос решить, применять вообще весь свой жизненный опыт, как решить эту ситуацию. Давайте посмотрим субботу для вас. Суббота. А субботу вы все-таки будете решать этот вопрос. В пятницу у вас как раз-таки знаменуется начало этого вопроса, да, поднятие, скажем так, информации о нем. В субботу вы его решаете, вы выходите победителем. Я вас поздравляю. Хотя вам дастся это нелегко, у вас будет напряжение по этому поводу. Но вы все-таки ощутите какую-то победу. Может быть, договоритесь, потому что победа, знаете, какая? Она такая краткосрочная. У вас есть и поддержка, вас поддерживают, вас не бросают, скажем так, в сложной ситуации, но какой-то, вы знаете, как передышечка, как будто это еще не закончено. Давайте воскресенье для вас посмотрим. В воскресенье у вас остановка. В воскресенье у вас остановка. В воскресенье вы вот реально не знаете, что делать. И тут состояние такое, как будто вот проблема очень серьезная. И решать вам ее надо, а вы в состоянии, знаете, каком-то одурачивании, не понимаете, что делать, куда идти и как вам быть, понимаете, и поэтому вы очень-очень расстроены. Здесь как-то замешано много денег в этом моменте. Давайте посмотрим для вас совет. А совет вам надо выбрать свой путь. Вам надо выбрать свой путь, вам надо закрыть свои долги, пойти в какое-то новое начало, очень много трудиться, получать знания, отсеять своих, скажем так, псевдодрузей, выйти из зоны комфорта и выйти из состояния опечаливания. Давайте посмотрим, дорогие тельцы, что вас ожидает в отношениях на предстоящей неделе. Отношения для тельца на предстоящей неделе. Смотрите, для тех, кто еще не в отношениях, здесь велика вероятность того, что к вам в жизнь войдет стабильный мужчина, который вам будет вообще по судьбе, как бы в принципе. Другой вариант событий, если вы все-таки как бы в отношениях, то здесь эта карта говорит о том, что ваш партнер будет оказывать на вас, даже не то что на вас, а на вашу стабильность, некое такое, знаете, даже давление, и это будет где-то даже не по нраву, будет какое-то отстранение, но здесь, смотрите, он как бы, ну, я не знаю, почему так говорится, что это будет по судьбе, почему так выходит карта, но здесь как будто, знаете, вот как будто вы за что-то отвечаете, понимаете? Вот как будто несете какой-то ответ за что-то. И вот вам, грубо говоря, вот в награду или в наказание вот такая ситуация. Здесь еще может быть такой вопрос, что решаться по деньгам в отношениях, да, будет, что надо стабильно вот деньги вы как будто не будете давать, вот если это ваш муж, а он будет настаивать на том, что нужны деньги. Давайте посмотрим работу. Так, отношения посмотрели, работа. Работа. Вы будете закрывать какой-то вопрос из прошлого. Вот здесь, смотрите, здесь как будто вам надо что-то отдать, вернуть какие-то долги, кому-то вы задолжали. И задолжали вы рыцарю Пентаклей. А рыцарь Пентаклей — это человек, у которого, знаете, у него не такие большие связи, как казалось бы, но у него есть определенный человек, да, с которым у него связка по справедливости, понимаете? Вот здесь такой момент, как будто это еще может быть какой-то показать, как госучреждение какое-то, да, вот куда-то туда вы должны вернуть деньги. А это вот человек из этого, господи, как это сказать, из этого здание, ну не здание, как это назвать? Если это государственный орган, то это представитель государственных органов. Вот, сформулировала. Давайте посмотрим, что же вас порадует, дорогие тельцы, на предстоящей неделе. Что же вас порадует? А вас порадует королева кубков. Вас порадует королева кубков. Человек
чувственный, эмоциональный. Возможно, это ваша вторая половинка. Возможно, это просто знакомый какой-то человек ваш, который вам даст очень-очень дельный совет. То есть она вам откроет глаза на какие-то вещи, и вы поймете, что вы вот это то, что мне надо было услышать, и вот здесь вы одержите победу. Это вас очень-очень сильно порадует. От этой дамы, конечно, вот эта информация. Даже в некий момент тайная информация. Возможно, вы какую-то тайну узнаете. Давайте посмотрим, что вам финансы обещают на этой неделе. Финансы. Так, по финансам. По финансам у вас идет какой-то такой, знаете, нестабильненький доход, который вы хотите получить. А смотрите, здесь для вас будет выбор состоять в том, чтобы взять много денег или поступить умеренно. А тут такой вот момент, слушайте, все-таки меня не отпускает эта тема с казино. Может быть, это, конечно, не так, но что идет, то идет. Здесь, знаете, на кону как будто выбор, который вы не можете не сделать. Да? Здесь надо либо забрать большие деньги, либо... Знаете, как-то между любовью и деньгами вам тут надо выбирать. Вот такой идет момент. Уж не знаю, что это, но здесь вам идет в рекомендациях только тот момент, что вы можете очень сильно, ну, как бы потом сожалеть о каком-то неправильно сделанном выборе. Вы можете кому-то разбить сердце, да, и вот здесь идет момент некого отстранения. И это касается вашей пары. Вот, ну, не знаю, что здесь, не могу я как-то связать, говорю то, что вижу. Давайте посмотрим, что вас непременно удивит. Не непременно, а неприятно. Что вас неприятно удивит? А вас неприятно удивит борьба. Вас неприятно удивит борьба, момент некого даже, знаете, незнания, что делать, и конфликт. Какой-то разгорится, по вашей, хочется сказать, глупости, разгорится какой-то конфликт, вскроется, возможно, какой-то обман, какое-то предательство, и вы в этом моменте будете просто не понимать, что вам делать. Вам, знаете, как-то захочется просто вот все бросить, и хочется сказать бежать, потому что это будет очень напряженная ситуация, и вас это, конечно, неприятно удивит. Давайте посмотрим, на что вам нужно обратить внимание. Это очень важно. Здесь такой как бы подсказки и совет в одном, на что вам нужно обратить внимание. Обратить внимание вам нужно вообще на чувственную сферу, на обратить вам внимание надо на партнерство на ваше, да, на вот... на то, что очень долго висит какой-то вопрос, и он не решается. А по справедливости вы этот вопрос давно должны закрыть, понимаете? Вот на это вам надо обратить внимание, потому что здесь, ну, здесь как-то вопрос касается женщины, женских энергий. Здесь вот как будто вы тельцы со своей дамой не решаете какой-то вопрос в отношении что-то вот любви, гармонии, вот этот вопрос не закрывается. И здесь идет сопротивление и борьба. Не знаю, что у вас за ситуация, но здесь обратить внимание вам надо именно на чувства, да, на искренность чувств, на решение важного вопроса, который давно висит в воздухе. И все-таки вопрос этот как-то решить. Вот такой расклад, тельцы, для вас получился. Дорогие мои, желаю вам всего самого светлого, самого доброго, самого классного. Я желаю вам, чтобы подсказки были вам только во благо. Ни в коем случае не принимайте это прям слово в слово, потому что это все-таки общие расклады, да. Но, как говорится, кому надо, тот услышит. Берегите себя, берегите своих близких, будьте любимы, любите. Ну, всем вам удачи, благополучия, успехов. До новых видео. Ваша Наталья.